Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание удаче и везению. Поговорим о том, что нужно сделать перед выходом из дома, для того, чтобы наш день прошел удачно и успешно. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы много найдете для себя важной, нужной и интересной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также услышат эту важную и ценную информацию. Вы знаете, существуют особые народные приметы на удачу перед выходом из дома, которые помогут вам не только защититься от неожиданных и неприятных событий, но и также весь день пробыть в ауре удачи и благополучия. Многие люди, например, еще наши бабушки, присаживались на дорожку во избежание различных неудач и уверяли, что это действительно работает. Конечно же, сложно это проверить, но на сегодняшний день многие до сих пор, кто отправляется особенно в дальнюю дорогу или едут в путешествие с самолетом, всегда присаживаются на дорожку. Казалось бы, осталось такое вот суеверие от наших предков, но наши бабушки недаром всегда присаживались на дорожку. Давайте мы с вами поговорим о тех народных приметах на удачу, которые действительно помогут нам избежать всевозможных неприятностей и успешно выполнить все запланированные дела. Итак, если вы собираетесь, например, на собеседование или на какую-то важную встречу, лучше ни в коем случае не возвращайтесь домой, если дома оставили какую-то вещь. Однако, бывает так, что вы что-то забыли ценное, например, ваш телефон. Сегодня этот гаджет, без него мы сегодня никуда. То если вам придется вернуться домой, то не просто вернитесь домой и возьмите ваш телефон, например, или кошелек, но и не забудьте посмотреть в зеркало и улыбнуться или, как вариант, показать своему отражению язык. Также можно съесть что-то на кухне, но в любом случае проведите этот ритуал, маленький такой ритуал, перед тем, как вы выйдете из дома, если вы вернулись и что-то забыли в доме. Прежде чем выйти из дома, для привлечения успеха, удачи, благополучия, погладьте угол стола. Казалось бы, глупая затея, но вы знаете, наши бабушки именно так и делали, когда отправлялись в дальнюю дорогу. Также есть одна народная мудрость, и она гласит нам о том, что если вы, выходя из дома, столкнулись в дверях или на улице с пожилой женщиной, то лучше вернуться домой и побыть там некоторое время. Потому что встреча с женщиной в годах, к сожалению, чревата проблемами. А именно добрая энергетика вашего дома или квартиры поможет вам нейтрализовать негатив. Кроме того, обращаем ваше внимание, что именно день недели, среда и четверг, считаются самыми благоприятными днями для тех, кто собрался в дальнюю дорогу. Поэтому, если вы планируете какие-то командировки, планируете отправляться в путешествие, то старайтесь выбирать именно эти дни, и у вас сама дорога пройдет успешно и удачно. Ну а для того, чтобы ваш день прошел удачно, а дорога оказалась легкой, перед выходом присядьте на дорожку. Это поможет зарядиться позитивной энергетикой дома, которая будет охранять вас и отражать неудачи. Многие спросят, а сколько же сидеть на дорожку? Главное, чтобы в этот момент все, кто проживает в этом доме и находится в данный момент в квартире или в доме, присели. Буквально на 5, 10, 15 секунд. Можете на минуту и в этот момент пожелать себе хорошей, легкой и удачной дороги. Обращаю ваше внимание, что если на пороге вашего дома вы встретились с молодой женщиной, то поздоровайтесь с ней, даже если вы ее и не знаете. Знаете, она вестница для вас удачи. А вот если вы
увидите из окна или встретите нищего на улице перед своей дорогой, то это также добрый достаточно знак. И, конечно же, вы можете обязательно перед выходом из дома говорить определенные магические волшебные слова, которые будут вам и будут сопутствовать вам на протяжении всего дня. Очень часто вы можете услышать такую фразу «Ты куда?». Это у нас такая фраза, почему-то у нас ее любят говорить. Никогда не отвечайте, в каком направлении вы идете или куда вы идете. Лучше скажите «на Кудыкину гору». И такая оговорка поможет призвать удачу и отпугнуть проблемы, отпугнуть или закрыть дорогу вам. Потому что именно в этой фразе наши предки, вот именно на Кудыкину гору, ставили достаточно сильную и мощную защиту от всевозможных неприятностей. И чтобы каждый день приносил вам счастье, удачу, важно носить при себе талисман или, как вариант, мешочек сушеной полыни. Это очень важно носить именно тем людям, особенно, кого легко очень сглазить, у кого у кого очень слабая энергетика. Поэтому вы сами по себе должны это чувствовать и понимать. Если вы знаете, что вы легко подвергаетесь сглазу, вы, возможно, часто болеете, у вас часто появляются какие-то проблемы прямо из воздуха, то в таком случае сделайте себе талисман в виде сушеной полыни. И желательно эту полынь хотя бы раз в 2 недели меняйте в своей, например, сумочке. Или если вы в куртку кладете, то в куртке. И полынь в обязательном порядке отправьте ее в какой-то мешочек полотняный, сами сшейте. И каждый раз, когда вы будете менять именно полынь, в обязательном порядке, во-первых, сжигайте такую полынь со словами благодарности, а мешочек всегда простернули, высушили, заново положили полынь. Где взять полынь? Друзья, полынь вы можете взять в любой, купить аптеке сушеную полынь. Она продается, кроме того, на рынках бабушки тоже продают травы. И вы также у них можете купить. Бывает очень часто, что если вы живете в больших городах, и вы видите бабушку, которая продает сухие травы, у нее даже может быть эффективнее купить, потому что, как правило, бабушки, пожилые люди, они знают, в какие дни, когда правильно собирать ту или иную травку. Конечно же, когда вы выходите из дома, смотрите обязательно под ноги и старайтесь не спотыкаться, потому что споткнуться о порог, к сожалению, это недобрый знак. А вот споткнуться по пути правой ногой – это к счастью. Также вы можете постучать 2 раза об дверной косяк при выходе из дома. Таким образом, вы можете привязать к себе удачу. Ни в коем случае, выходя из квартиры, не роняйте ничего, потому что эта народная примета сулит неприятности вам в пути. Ну а чтобы зарядиться удачей, переступайте через порог правой только ногой. И прежде чем покинуть свой дом, свой милый дом, посмотрите в зеркало и улыбнитесь себе. А еще лучше прочитайте магические слова на удачу, те слова, которые вы знаете. Не знаете никаких слов, хотя прочитайте молитву «Отче наш» или какую-либо другую молитву, которую вы знаете. И это поможет вам в дороге.